Друзья, добрый вечер! Приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит, куда намечается крен и какие движения по акциям предполагаются сегодня вечером и в дальнейшем, ну и по другим ключевым активам. Так, давайте перейдем к календарику. Календарик наше все, он отвечает на многие вопросы весьма успешно. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Тут произошел достаточно ощутимый рост. Это не очень хорошо. И еще это вдвойне не очень хорошо, потому что хоть чуть-чуть, но он больше предыдущего значения. Пока как бы это не говорит о том, что что-то критическое произошло. Но сама тенденция, она указывает на то, что не происходит снижение первичных заявок. То есть вот мы перейдем сейчас к этому графику волшебному, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Какая главная цель всего шаманства, которое делает ФРС? Чтобы число первичных заявок было в районе 200-220. Что мы с вами видим? Пришли на 350-400 и здесь начали стагнировать. То есть дальнейшего снижения не происходит. Здесь что-то не то, есть какой-то фундаментальный барьер, который никак не получается преодолеть. То есть да, текущие данные, они неприятны, они негативны, они раздражают, колют рынок. Но они, с одной стороны, пока не летальны, в том плане, что идет колебание в районе 350 плюс-минус. С другой стороны, они указывают на то, что механизм монетарного стимулирования, он себя исчерпал, и он в этой ситуации не работает. Он дует только инфляцию. Соответственно, ФРС же тоже не спит, это видит. И в ближайшее время они начнут что-то делать. Ну, я так полагаю, в таких ситуациях, опять же, оперируя недавним опытом марта 2020 года, когда вот такой какой-то трешак непонятный начинается, или когда вовремя действия не делают, то наступает такой момент, когда полумеры, они приводят к тому, что надо предпринимать какие-то жесткие, суровые меры. Я думаю, в этот раз мы что-то подобное еще и увидим. Но опять же, мои ожидания — это осень текущего года, точнее конец сентября-ноябрь. Так, но есть и хорошие новости. Штат Вайоминг стал первым официальным штатом США, который признал распределенные протоколы. То есть принятие решений и управление через блокчейн. Но это очень позитивные новости, возможно, в ближайшее время она очень хорошо подсветит крипте. Да, здесь не все так однозначно, это не значит, что прям все бросятся в крипту, да и вообще блокчейн это не совсем криптовалюта. Вот. Но тем не менее, многие участники рынка, они могут истрактовать данную новость именно в таком аспекте. Ну, либо использовать эту новость для того, чтобы подзагнать и подразогнать. Так, ну вот еще возвращаясь к вопросу об американской безработице, здесь вот мнения разделились по поводу того, как стимулирующие меры влияют на снижение безработицы. С одной стороны, часть американских экономистов настроена оптимистично, считает, что в четвертом квартале безработица в США упадет и, соответственно, пробьет 5% барьер. Но есть и другая часть, которые вполне обоснованно считают, что те деньги, которые выплачивают в качестве помощи, они способствуют тому, чтобы люди не выходили на работу. По крайней мере, та часть, которая низкооплачиваема. И вот вам еще один пример, как стимулы, которые выплачивают в данном случае, способствуют тому, что экономика не восстанавливается. Потому что людям раздают деньги, и какая-то категория людей не хочет выходить на работу, потому что с их точки зрения и из их возможностей для них более экономически целесообразно сидеть дома и получать пособие и ничего не делать, чем какую-то активность позитивную проявлять. Такое тоже имеет место быть. Так, друзья, ну вот ЕЦБ вошел в когорту двухпроцентников. Теперь он, как и ФРС, поднял цель по инфляции, что она может превышать 2% какое-то время. То есть сделал гибкий подход к инфляции. И, соответственно, только в том случае, когда на протяжении какого-то времени средневзвешенная инфляция начинает превышать 2%, они могут прекращать количественное смягчение и экономические всевозможные виды помощи. Так, но переходя к графику евро-доллар, который, разумеется, от этого сегодня уже потенциал,
хотел обратить внимание на следующий момент. Здесь сочетание двух факторов, возможно, разворот финансовой политики ЕЦБ с одной стороны, с другой стороны все-таки отбились от сильного уровня. Здесь ситуация, с моей точки зрения, она достаточно тривиальная. Если не будет повторного тестирования и пробоя, то здесь в принципе есть все условия для того, что это есть действительный разворот, и отсюда начнется постепенное восстановление евро. Но здесь есть некое противоречие, потому что если ЕЦБ поднял планку по инфляции, значит, соответственно, предполагается, что будет больше вливаний. А больше вливаний, значит, евро к доллару будет дешевее. Но это одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что это те меры, которые сейчас необходимы европейской экономике, и они в среднесрочной перспективе помогут ей расправить крылышки и еще лучше взлететь. Ну и какой из этих факторов победит в ставке евро-доллар, мы в ближайшее время узнаем, потому что если здесь не будет повторного тестирования и пробоя этого значения, то разовьется движение вверх, и первая цель будет 1,1934. Так, друзья, дальше переходим к США, ВИКС. Ну, здесь вообще сегодня трешак был. Тут сочетание факторов, и по безработице данные, видимо, всех огорчили, по первичным заявкам. И то, что будет постепенно реализовываться стратегия по сужению китайских акций на американских биржах. Ну, здесь взаимный интерес такой стратегии у государств, и у американского государства, и у китайского. Но опять же, для мира, для участников рынка это совершенно не то, что требуется. Ну и здесь также играет роль, конечно же, то, что в Китае начинает восстановление экономики замедляться. Китай завязан на экспорт, внутренний спрос не развивается. Китайское правительство всякие ухищрения там с резервами банков и так далее начинает проводить, и все это обстановку несколько накаляет. И таким образом это отображается в том числе и на Америке. Соответственно, вот это движение по ВИКСу, которое произошло, то есть, конечно, оно носит сложный многогранный характер. Здесь есть ряд факторов, но все эти факторы, они в конечном счете сводятся к тому, что экономика и американская, и китайская, мировая не восстанавливаются так, как предполагалось. Что для нас здесь важно? Ну, во-первых, то, что на рынке начался трешак, и сегодняшнее закрытие, где закроется ВИКС, если закрытие будет выше 18,5-19, то завтра и в понедельник можно ожидать много интересных событий в части движения рынка вниз. Если такого не произойдет, то наиболее вероятно здесь будет коррекционный откат и возврат вот сюда, вот в эту вот нишу. Ну и тогда все успокаивается, все стабилизируется и все вроде как типа хорошо. Так, ну, друзья, здесь опять очередная раскорреляция. Индекс доллара отказывается расти, в то время как ВИКС периодически выстреливает вверх. Так, далее S&P, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Обращаю внимание, он торгуется даже ночью. Даже когда основные площадки американские закрыты, он все равно торгуется. Вот. Что у нас здесь получается? Даже по дневкам видно расширяющаяся формация, которая вот-вот приведет к тому, что разовьется движение. Ну, для начала первая цель пробой 4250, и потом, соответственно, куда-то вот сюда вот в район 4100-4120 сходить. Но переходя от дневки к часовику, мы видим, что здесь ситуация достаточно стабилизировалась. Сейчас произошел здесь отскок, и на текущий момент рынок выпустил пар и вниз вроде бы не собирается. Соберется он вниз, если будет повторное движение с пробоем 4260. 4260-4250. Если этого пробоя сегодня-завтра не будет, то здесь будет либо консолидация, либо отсюда попытается отскочить и сходить. Цель движения будет 4350 вот сюда, вот в эту область. Ну, то есть, как бы, вроде видите, ужас, все пугают, а как-то оно особенно пока сыпаться не начинает. Но, конечно, такое энергичное и расширяющееся движение на хаях, оно указывает тому, что развязка может прийти очень стремительно. Но другой момент этой ситуации заключается в том, что когда вот эти расширяющиеся формации начинают возникать на хай, здесь жгут в том числе и шортистов, которые делают ставку на то, что рынок вот-вот начинает падать, и, соответственно, они
шортят, их выносит движением наверх, и все это такое конус создает. Поэтому здесь, с моей точки зрения, надо дождаться момента, когда определиться с движением. Потому что либо здесь будет пробой ключевого уровня, и тогда все полный ахтунг начинает сыпаться. Но для CP это два уровня, 4250 и 4080. Вот эти два уровня, если они будут пробиты, то здесь может очень нехило все палиться вниз. Вот. Ну и от текущих значений все-таки, я думаю, более вероятно либо отсюда продолжение движения наверх, либо сейчас коррекционный откат, либо завтра с утра тестирование вот этой нижней границы и повторный отбой движения наверх. Ну вот что-то мне кажется, сейчас пока так вот особо падать не дадут, не время еще. Так, друзья, далее нефть Brent, нефть наше все, не считая главной скрепы доллар-рубль. Здесь у нас дневной таймфрейм, 72 сегодня почти покололи, чуть-чуть там один пунктик по Бренту не дошли, сразу отбились. Ну и у нас получается на текущий момент нефть находится в консолидации 72-74. Ну, с учетом того, как растет волатильность, она, конечно, может отскочить, пробить 74 и уйти повыше, но и полагается все-таки в этом диапазоне немножко походить, поторговаться, осмотреться и понять, надо ли падать дальше или все-таки имеет смысл переписать хаи и сходить на 94. Так, друзья, ну если смотреть часовик, здесь вообще ситуация очень бодрая. Очень бодрая, отчасти потому, что вышли запасы по нефти в Америке, которые взбодрили нефть. Вот, и здесь у нас новый уровень 74.14. Соответственно, если он в ближайшее время пробивается и здесь начинается проторговка, то отсюда очень быстро пойдет движение. И цель этого движения будет 76. Если все-таки сейчас не будет пробоя, то здесь отсюда пойдет коррекционный откат, и цель этого отката 72,8. Движение здесь пошло бодрое, но после такого падения вообще по-хорошему должна она немножко консолидироваться, походить в этом диапазоне. Вот, но здесь открою небольшую тайну, ну или не тайну, я даже не знаю. Если ВИКС не восстановится сегодня-завтра и не уйдет на выше 19-19,5, то скорее всего здесь пойдет движение наверх, и мы, возможно, либо в пятницу, либо в понедельник увидим 76. Если все-таки по ВИКСу пойдет рост, то нефть, вероятно, какое-то время будет заперта и торговаться вот в этом консолидационном диапазоне 71.95, 74.11, ну 74.14, вот так вот. Вот сюда она попадет и будет здесь длительное время ходить. Так что сегодня либо в ночь, либо вечер, либо завтра с утра произойдет определенность части пробития, не пробития этого значения. Если здесь возникает пробитие, то улетаем наверх. Если пробития не будет, то будем болтаться вот в этом диапазоне. Движение вниз, конечно, возможно дальнейшее, но для этого нужно устойчивое пробитие 72. Судя по тому, как развивалось здесь движение, как только запахло 72-м, сразу даже не доходя до него, все развернулось и пошло наверх. Поэтому я думаю, на текущий момент вот это падение, оно в значительной степени либо ослабло, либо вообще списано. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, здесь ну все нормально, как бы сходили даже повыше, переписали вот этот хай локальный. Ну и сейчас, я думаю, здесь наиболее вероятный сценарий — это удержание золота на вот этом уровне, который здесь достигнут, то есть 1794-1798. Я думаю, все-таки это сценарий наиболее вероятный. После того, как оно здесь проторгуется, удержится, сегодня-завтра мы отсюда получаем отскок. По-хорошему, у этого отскока цель движения находится вот здесь, вот на этой пимпочке 1815, когда-то в Waterloo, ну или 1816. Вот, если все-таки развивается движение вниз, и мы получаем пробой 1792, то у нас отсюда наиболее вероятно разовьется движение, ну, скорее всего, на 1762 свозит, но здесь есть еще промежуточный уровень 1787, где оно может увязнуть и отсюда отскочить. То есть по золоту достаточно оптимистичное видение, наиболее вероятно движение наверх, отскок. Вот. Но если даже пойдет снижение, то
Здесь, скорее всего, это снижение оно ограничивается 1787, наиболее вероятно. Пока как бы все указывает на то, что вот эта траектория выполнена, здесь идет накопление, которое приведет к отбою. Так, друзья, далее вот Сбербанк. По Сбербанку интересная ситуация. Его ниже 300 не продавили. Здесь как по нефти, только 72 замаячило на горизонте и сразу развернули. Также у Сбера только к 300 подошли, даже не дали зайти нормально поторговаться в диапазон 295-300. Но я думаю, здесь как бы все достаточно не сложно, не хитро. Тут два фактора. С одной стороны, то, что бумага как бы достаточно тяжелая, ее если провалить, во-первых, для этого надо много усилий, во-вторых, если ее провалить, ее потом сложно будет разгонять. И во-вторых, она у многих фондов, и, соответственно, если она спускается ниже каких-то ключевых значений, то это приводит к тому, что они начнут ее распродавать, а это приведет к неуправляемому движению вниз. Но на текущий момент никто к этому не готов, и поэтому то, что мы с вами сегодня увидели, это очень красноречивое подтверждение того, что ниже 300 его пока не будут пускать. То есть здесь даже на текущий момент, который есть на горизонте там несколько дней, недель, все-таки, наверное, его ниже 300 не погонят. Здесь уже произошел отбой. И, соответственно, с учетом того, что нефть у нас падение остановила, весьма вероятно, завтра или в понедельник по Сбербанку мы все-таки увидим 306 и потом 307. Ну и здесь есть такой еще неприятный момент, несмотря на то, что здесь как бы показали, что 300 ключевой уровень туда не пустят. Если все-таки что-то происходит, ну, например, такая вот птица появляется на горизонте, то тогда, конечно, может быть очень сильное движение. В случае пробоя тут будет и 295, и потом очень быстро 272. Потому что если такую бумагу начнут лить, то просто все сорвет к черту. Так, друзья, далее Газпром, его немножко просадили, но совсем по-детски, даже 289-290 не пробили. Ну и здесь на текущий момент нарисована формация, которая указывает на то, что сейчас либо завтра с утром наиболее вероятно движение с целью добить 298. Опять же, данный сценарий не срабатывает, если идет откат и пробитие 289. Если это происходит, то первая точка остановки 284. Так, друзья, далее вопрос был по акциям полюс золота, давно не рассматривал. Ну, компания, с моей точки зрения, она достаточно перегрета на вот этих значениях. Сейчас, конечно, все надуто, вот, но полюс это немножко отдельный как бы разговор. Но смотрите, здесь на текущий момент, прямо на недельном таймфрейме, четко видно по ряду признаков, что пошел разворот, и цель этого разворота движение на 16200. Так, ну и вот на дневочку переходя, все, здесь идет движение наверх. Ключевая цель это где-то 16100, но здесь она чуть поменьше, наверное, все-таки 16200 будет переписано. В каком случае это не произойдет, если будет коррекционный откат и пробитие 13600, 13550 вот этого диапазона. Если он падает, то тогда как бы вся эта идея с ростом, она захлебывается и переходит в даунсайд. Так, друзья, далее полиметалл, здесь схожая ситуация с полюс золотом. Потыркался он, даже на 1530 он и не сходил. Вот сейчас здесь уже все готово к тому, чтобы его направили повыше на 1770. Ну и эта идея не срабатывает, если в результате коррекционного отката будет пробито 1550-1530. Вот этот диапазон, если будет взят, то его как бы прямо начинают сплавлять. Там первая цель, по-моему, будет в районе 1340. Вот. Но здесь все указывает на то, что набор произошел, и его сейчас будут пытаться куда-нибудь подбросить. Ну, на худой конец на 1700, а в идеале вот сюда вот потестить вот этот диапазончик. Так, друзья, ну наш самый главный инструмент это доллар-рубль USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Смотрите, вот так его и не выпустили, выше 75,3. Вот здесь вот эта область, она очень сильное сопротивление при пробое оказывает. И, соответственно, выше его пока не пустили. Но действительно, нефть там остановилась, нефть завалить не дали. Всем народом собрались, ее поддержали. Вот, на текущий момент у нас здесь идет попытка разворота и повторного тестирования этого уровня. Эта попытка сейчас вечером разовьется, если будет пробой 74,9. Если пробой здесь сейчас не возникает,
то мы по законам жанра должны пойти тестить 74,5 и в случае пробоя хотя бы чуть-чуть сходить на 74,22. Не факт, что он здесь задержится, но вот если здесь пробой возникает, движение в этот диапазон будет молниеносно. Сейчас здесь сформировались условия для укрепления рубля против доллара, но надо, чтобы было пробито вот это вот диапазон вниз, и тогда, соответственно, вполне он может укрепиться вот сюда, вот в эту область. Ну, а если пробоя в ближайшее время не будет, то нас сегодня дальше и завтра с утра ждет повторное тестирование вот этого значения 75,3, точнее даже уже вот этого диапазона. Друзья, все, основные инструменты. Если есть какие вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал Ниндзя Капитал. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, плюйте в монитор. Успешных торгов, всего наилучшего.